Дорогие друзья, вы на канале фитнес-тренеров-близнецов, и сегодняшнее наше видео по йоге посвящено проработке мышц живота и укреплению мышц спины. Мы с вами будем выполнять асаны со стулом. Да, йога преображается и становится еще более уникальной. Приятного всем просмотра. Надеюсь, у всех все получится. Приступаем к практике. Встаньте прямо, ладони зафиксируйте на спинке стула, сделайте умеренный наклон вперед. Это может быть чуть-чуть положение выше, не как у меня. Начните попеременно сгибать каждую ногу в колени, разогревая под коленом и бицепс бедра. Сделайте 8 повторов. Далее оставьте ноги прямыми, посмотрите через свое правое плечо, отрывая правую ладонь от спинки стула. Затем повторите все то же самое в левую сторону. Сделайте 4-8 повторов. При этом следите, что колени могут быть затянуты, прямые, либо слегка расслабьте заднюю поверхность ног и согните ноги в коленях. Выполнив нужное количество раз, мы снова начинаем сгибать попеременно ноги в коленях. Дышите носом равномерно. Далее через круглую спину напрягаем мышцы живота, раскручиваемся, переходим в собаку мордой вверх. Медленно сгибая ноги в коленях, мы возвращаемся в исходное положение и продолжаем этот плавный поток движений, разогревая мышцы живота, мышцы спины, мышцы рук, мышцы бедер, подготавливая полностью организм и все мышцы тела к основной практике. Выполните несколько таких плавных движений. Следите, чтобы стул хорошо стоял на полу, не на скользящей поверхности. Далее подойдите, подшагните вперед. Округлите спину, расслабьте все мышцы спины, напрягая мышцы живота, прочувствовав ощущения в мышцах живота. Со вдохом потянитесь за руками вверх, с выдохом опустите руки вниз. И мы готовы к основной практике. Примите позу стола, вариация с использованием стула. Ладони под плечами, руки прямые, спина прямая, живот втянут. Ноги также оставляйте прямыми. Отшагните назад, перейдя в позу прямой планки. Если вы чувствуете, что вам тяжело в этом положении, вы можете остаться в предыдущей вариации на более продолжительное время, а затем усложнить и перейти, как у меня, в позу планки. Начните подтягивать колено к груди и делать высокий мах вверх. Здесь прорабатываются мышцы живота и задняя поверхность, ягодичные мышцы и мышцы спины. Сделав вдох и с выдохом направьте колено к груди, слегка округляя спину. Далее задержитесь в планке на одной ноге на 8 счетов и опустите ногу в пол. Перейдите в чатурангу, отожмитесь на трицепс. Со вдохом перейдите в собаку мордой вверх, вариация со стулом, и с выдохом в собаку мордой вниз с использованием стула. Ноги могут быть слегка согнуты в коленях, от макушки до копчика, спина прямая. Дышите носом, задерживаясь на несколько циклов дыхания. Через круглую спину вернитесь в позу прямой планки, ладони под плечами. Контролируйте свои мышцы живота. И начните повторять все то же самое с противоположной ноги, подтягивая колено к груди, слегка округляя все отделы позвоночника и делая высокий мах вверх. Спина становится снова ровной. Сделав 8 динамичных раз, мы задерживаем статику. Перейдите в чатурангу с выдохом, со вдохом в собаку мордой вверх и с выдохом в собаку мордой вниз.
Останьтесь, принимая все ощущения в ногах, в мышцах живота, в спине. Спина прямая от макушки до копчика. Далее подшагните, останьтесь в позе стола. Не расслабляя мышцы живота. Опустите руки на голень. Если вам доступно, опустите ладони в пол и примите утанасану, вытягивая полностью мышцы спины, особенно в области поясницы. Медленно через круглую спину раскрутитесь вверх, со вдохом потянитесь за руками вверх и с выдохом опустите руки через стороны. Мы переходим к следующему упражнению. Расположитесь рядом со стулом, ладонь поставьте под плечо, верхнюю ногу зафиксируйте на стуле, примите позу боковой планки, следите, что опорное бедро опускается параллельно полу, руки на одной линии, грудной отдел раскрыт, спина прямая, туловище с бедрами одна линия, живот втянут, активно прорабатывается линия талии. В более сложном варианте мы отрываем опорную ногу от земли и также располагаем ее на сиденье стула. Более сложная вариация – поза боковой планки. Дышите равномерно носом, не задерживайте дыхание. Далее развернитесь в центр и примите позу прямой планки. Ладони остаются под плечами, спина прямая, живот втянут. Попеременно подтягивайте колено к груди, еще больше активно прорабатывая мышцы живота. Нижние и верхние прямые мышцы живота у нас работают. Сделайте 8-16 таких активных динамичных повторов. Далее развернитесь в сторону, примите баланс на левую руку и повторите все то же самое на левую сторону, принимая позу боковой планки. Туловище с бедром одна прямая линия. В более облегченном варианте у нас голень, стопа касается земли, грудной отдел раскрыт. Активно прорабатываются мышцы живота. Выполнив где-то 16 счетов статики, мы отдыхаем, принимаем положение ребенка и переходим к следующим асанам. Зафиксируйте стопы на сиденье стула. Мы переходим в позу прямой планки. Прочувствуйте все ощущения от макушки до копчика, спина прямая. С выдохом переходим в вариацию собака мордой вниз с использованием стула. Со вдохом мы плавно возвращаемся в позу планки. Выдох, вдох. Прочувствуйте все ощущения в мышцах живота, в мышцах рук. Работает плечевой пояс. Сделайте таких 8 динамичных движений, переходя из позы планки в позу собака мордой вниз. Вдыхайте и выдыхайте через нос. На последнем повторении задержитесь в статике на 8 счетов. Далее снова вернитесь в позу планки. Осторожно опуститесь в пол. Расслабьтесь, принимая все приятные ощущения. Поблагодарите себя за практику. Отдыхайте. А я желаю вам всего хорошего. Друзья, у меня буквально горят мышцы живота после выполнения этих асан. А как вы? У вас все получилось?
Если что-то не получилось или просто хотите поделиться комментарием, пишите, мы с удовольствием с сестрой ответим. Подписывайтесь на наш канал, жмите уведомления, чтобы не пропустить новые видео по йоге и другие видео на нашем канале. А я не прощаюсь с вами. До встречи в новых видео.